Всем привет! С вами Кайф Патруль. Сегодня мы прибыли на место Олли World, чтобы выяснить, имеется ли тут кайф. Так что задержимся до выяснения обстоятельств. В детстве я с удовольствием играла в Тони Хоук, но с тех пор особо и не помню игр про скейтеров. Да, вы скажете, возьми да и загугли, их там 100% немало. Но я не искала, как и не искала Тони Хоук. Он нашел меня сам. В принципе, как и эта игра. На скейте я не катаюсь, знаю, что Олли это прыжок. Так что посмотрим, что нам приготовил прыжок-прыжок мир. Игра нас встречает приятной рисовкой и нам рассказывают, что это Редландия, рай для скейтеров. Не в прямом смысле. Создали этот рай 5 бессмертных скейт-богов, также называемые скейт-риархи. Чуете, да? Уровень серьезности тут зашкаливает. Они зачем-то ждут крутого скейт-мастера, который должен овладеть их 5 навыками. Прямо как Аватар, но не Кэмерона, а нормального, пацанского. И такой нашелся. Правда, это не вы. Это Шангри-Лама? Нет, но очень похоже. Ее зовут Шифон, и она хочет на пенсию. А значит, ей нужен преемник. Так вот, она со своей командой, Майком, Сьюзи и мужиком, которого все зовут Батя, начинают искать избранного. God of War Ragnarok все еще течет по моим венам, так что, недолго думая, делаем Кратоса. Благо, кастомизация тут не самая скудная, и по мере прохождения она увеличивается. Поэтому, немного поковырявшись, мы приступаем к делу. Попав на первый обучающий уровень, нас учат отталкиваться и прыгать, после чего бурно восхищаются. И это при учете, что мы последний претендент на сегодня. Назревает вопрос, кто были все эти ребята до нас, если мы даже тут всех впечатлили. Сразу скажу, что мне такой подход в повествовании не особо нравится. Мы еще ничего не сделали, но мы уже особенные. Лучше бы это было десяток уровней спустя, чтобы было чему восхищаться, но, видимо, сценаристам виднее. Идя дальше, я сразу же начинаю испытывать боль. Понимаете, это как если бы в Assassin's Creed Odyssey вам бы сказали, вот у тебя левая нога, вот правая. Если двигать ими по очереди, то будешь ходить. А знаешь, что самое главное? Это семья. А после этого вас сразу закидывают в бой со скиллами, разным оружием, блокированием и перекатами из ДС. Ну и поэтому... Но я справляюсь, и батя поведывает нам, что его так назвали в честь кого бы вы думали. Его отца. Важная информация, ничего не скажешь. Учимся грайнду и тут же делай несколько подряд, прыгая через ямы. Я понимаю, что не будь тут челленджа, было бы неинтересно, но нет ощущения, что сложность нарастает постепенно. Ах, этот звук убитых колес, дребезжание раздолбанных подвесок. Все же хотели быть крутыми скейтерами. Напишите об этом в комментах. Посмотрим, сколько нас крутых в своем воображении. А тем временем игра нас учит менять дорожки на развилках, позволяя свернуть на сложную трассу. Серьезно, на сложную? Я и до этого тут не на прогулке была. Забегу вперед. В куче мест сложная трасса оказывается легче, чем обычная. Тем временем в игре нам рассказывают, что 5 богов живут в отдельных районах. И в каждом из них есть банды, которые чтят этого бога. Но разве это интересно? Вообще не интересно. И тут игра такая, смотри, рампы, они тебя разворачивают в движении на 180, как тебе? И тут же вторая, снова едешь вправо. Проходить слева направо, это же правильно. Так нас с Дэнди учили, что все движется направо. Но спустя уровень другой начинаются трюки, препятствия и в левую сторону тоже. И я вам скажу, мозг от этого ломается. Как-то это неудобно, неправильно. Не по-православному, что ли. И тут скейтмастер Шифон дает нам ценный совет, подходящий как для поиска второй половинки, так и для поиска скейт-бога. Звучит он так: чтобы встретить скейт-бога, нужно перестать искать с ним встречи. Что ж, изи, я его и не искала, я тут просто играю так-то. Но это срабатывает, и мы встречаем его. Лицезрите тестикулус. Come here. Give us a hug. Так, извиняйте, ошибочка вышла. Мы встречаем Техниколоса. Наверное, он инженер или диджей. Впечатленный нереальным скиллом, открывает нам состязания в онлайне и доступ к следующим уровням. Ах, этот новый дивный мир.
Подстригаем Кратоса, немного качаем шмот и дальше в бой. Тут я узнала, что если сворачивать на другие трассы, которые называют сложными, можно найти доп-квесты, открывающие новые уровни. И как я удивилась и обрадовалась, что они тут есть. Но ненадолго. К примеру, уровень с медведем, плывущим по реке. Задача простая – прийти на финиш первым. И, оу бой, я повторяла снова и снова. Полчаса пыталась пройти этот уровень. Но этот медведь стал моим дедом и сином. Что бы я ни делала, как бы я ни старалась, я так его и не обогнала. Так что мною было принято решение ничего медведю не доказывать. Как известно, это бесполезно. Не верите мне? Спросите у Ди Каприо, что позабавило в этом районе. Тут пчелы, которые держат билборды, и на одном из них надпись «Спасите пчел». Билборды с пчелами двигаются, пока ты на нем выполняешь wall-flip. Выглядит здорово, но есть свои нюансы. Иногда ты разгоняешься слишком быстро, пролетаешь быстрее, чем он поднимается. Вообще тут немало мест, которые не прощают ошибок. Ехал слишком быстро, слишком медленно. Подвижная камера тут стала бросаться в глаза, и это круто, когда она берет эпичные виды, где вы летите с одного объекта на другой. Из-за дальнего плана это можно лучше прочувствовать и увидеть, что будет сразу за приземлением, чтобы вы успели среагировать. Я играла на PC5, и все звуки скейта доносятся из динамика геймпада. Немного разнообразной вибрации, и погружение получается просто отличное. А вы знали, что гринд, он же грайнд, по наклонной вниз ускоряет персонажа больше, чем просто езда? Нет? В такие вещи надо просто верить. Тем временем мы встречаем второго скейтбога, который просто разблокирует нам путь дальше. Теперь нас учат делать грэбы. Для тех, кто не в курсе, это когда вы хватаете за доску так, как старики за спину, когда в ней стрельнуло. Еще где-то до этого нас научили приземляться. Спустя четверть игры, вот это, конечно, вовремя. Оказывается, если идеально приземлиться на ступени, то можно по ним скатываться, не разбившись. Веселье продолжается, теперь у нас море трюков в запасе, а значит, начинайте фейлить еще больше. Путаетесь в кнопках и так далее, но об этом чуть позже. В пустыне все говорят о НЛО, и одна из карт называется Зона 41. Получается отсылочка. Ты ведь знаешь, к чему отсылка? Может быть. А может и нет. А может, пошел ты? И следом батя говорит: жаль, что я не взял свою Супер 8. Опа, еще отсылочка. Для тех, кто не в курсе, Супер 8 – это легендарная пленка, которая в 1965 году резко улучшила своим появлением качество съемки. Этим были так вдохновлены потомки, что сняли фильм с аналогичным названием. Вы спросите, и как он? Посредственно. Пока болтали, мы встречаем третьего скейтбога, которого зовут Мираж. И мне он напомнил рисовку Cuphead. А как вам? Напишите в комментарии. Дальше следует контент, так сказать, 18+, ведь нас учат мануалом. А как известно, один из переводов этого слова ручное, если вы понимаете, о чем я. Вот именно. И вот тут я хочу вернуться к теме путаницы в кнопках. Чтобы прыгнуть в этой игре, надо дернуть и отпустить левый стик в любую сторону. Чтобы ускориться, надо нажать X. Чтобы гриндить, отклонить и держать левый стик в любую сторону. А чтобы сделать мануал, надо отклонить левый стик влево или вправо и нажать X перед приземлением. Тут начинается адовая путаница, особенно если вы по привычке жмете X, чтобы прыгнуть, как во всех других играх. А еще, если вы нажимаете комбинацию для мануала, а внизу оказывается не земля, а перила над пропастью, то персонаж не хватается гриндом за них. Ну и плюс скачками повышающаяся сложность и... Особо обидно, когда ты проезжаешь в одном длиннющем комбо, чтобы набрать побольше очков. Не прерывая его, умираешь за чекпоинтом. И
После возрождения оно не засчитывается вообще. Можно сказать, что цель оправдывает средства, но нужно трезво оценивать риски и свои силы, чтобы не остаться ни с чем. Большое спасибо разработчикам, что базовое условие прохождения уровня — это просто доехать до финиша, потому что из-за этой системы комбо и чекпоинтов я много где не прошла уровни на 3 звезды, так сказать. А в последнем мире и вовсе все уровни ровно на 0 звезд. А, да, где-то до этого было кладбище деревьев, где нам рассказали то, что погибая, деревья становятся крутыми досками, а прожив жизнь доски, они становятся призраками. Держу в курсе. Итак, с 2 ног влетаем в 4-й мир. И тут начинает бросаться в глаза то, что здоровяк, которого тут именуют крутым Майком, постоянно предлагает все разнести по поводу и без, во славу чего-то или даже в благодарность. А еще попадаются уровни, явно вдохновленные левел-дизайном из Dark Souls. Благодаря съездам и разворотам они путанные и цикличные. Пару раз удачно свернув, вы можете меньше чем за минуту оказаться на финише. А вот сворачивая не туда, вы кругами покатаетесь и доп-квест возьмете. Где-то здесь меня озарило, что озвучка напоминает Weird West, особенно ту часть, где призраки, монстры, и она пугала получше, чем в хоррорах. Так или иначе, мы встречаем королеву риска, ну или 4-ю скейт-богиню, но она ведь точно сбежала из Adventure Time. Она тоже решает в себе и для нас не нести особого смысла и просто открывает доступ к последнему миру. И вот он, апофеоз всей игры. Я на радостях сделала такое нереальное комбо, пересекая финишную черту в нем, что аж игра зависла. Да, к сожалению, уровень пришлось проходить заново. Если вы не заметили, я открыла переливающиеся всеми цветами кеды и колеса. Ну, выглядит классно. А еще Кратос отрастил волосы и выбрал себе отличный греческий хитон. Туника в простонародье. Но так как он мужик серьезный, бог войны как-никак, хитон выбрали черный. И да, что там с 5-м миром-то? Тут нас учат умирать. Конечно, и здесь нашелся уровень, который проходило полчаса. Мы встречаем Радисуса, последнего из скейт-богов. Нас нарекают следующим скейтмастером. Шифон может идти на пенсию, и все хорошо. Этот парень добавляет во все пройденные уровни новые испытания, такие как пройти уровень за одно комбо, и пройти уровень за одно комбо, а еще пройти уровень за одно комбо. Разнообразно. Возможно, есть и другие испытания, но для этого надо прочитать на всех уровнях. И что же я сделала? Правильно, пошла смотреть, чем живет мир онлайн-скейтинга. Тут, я вам скажу, было абсолютно верным решением заглянуть сюда именно после прохождения игры. Уровень, на котором вам дают испытания, очень легкий. Загвоздка лишь в том, что надо набрать на нем как можно больше очков. И я набрала, о да, детка, целых 9000 очков. А потом в лигу добавился парень и набрал 171 тысячу. Тут можно смотреть повторы других игроков. И глянув, я кое-что подчерпнула. Собралась и набрала 90 тысяч очков. И ума не приложу, как сделать больше. Но свое 4-е место в той лиге я заработала. Кстати, в игре можно создавать свои уровни и катать на уровнях, созданных другими игроками. Что приятно, тут в фильтрах есть выбор мира, в котором ты катаешь. Просто выбираешь наиболее понравившийся задний план, а также уровень сложности созданных карт. В общем, реиграбельность у игры что надо. Даже немного обидно, что обзор этой игры на IGN имеет меньше 300 тысяч просмотров. Что по итогу? Игра мне зашла, и кайф тут однозначно есть. Не без грешков, но если вам нравятся платформеры или скейты, добро пожаловать. Пожалуй, даже игру удалять не стану. Буду иногда заходить, поигрывать, а для меня это редкость и ого, какой показатель. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ну и черканите, какую игру хотите увидеть в этой рубрике. И до скорого!